Приветствую вас, дорогие солнышки. Не знаю, почему-то сегодня захотелось к вам обратиться, дорогие, милые солнышки, потому что вот вы солнышки. Сегодня на расклад пришли девушки, на самом деле очень добрые, солнечные. И сегодня попросилась... кстати, вот, вы видите, солнышки хорошие. Вот хорошее Таро сегодня пришло ко мне, Гуд Таро. У меня очень старая колода. И сегодня на этой колоде мы будем с вами говорить о вашем роде. То есть сегодня будет послание о вашего рода, о вашей жизни и самое главное о вашей личной жизни, о вашем мужчине. Какого мужчину ведет вашу жизнь ваш род. Эта колода у меня была очень долго только для личных раскладов или для раскладов на консультациях. Очень хорошая колода, я ее очень люблю. Она у меня одна из первых, очень давно появилась. Я ее не использовала на канале. Сегодня она первый раз, ее дебют на канале. Посмотрим, как она будет у нас работать. Вот, сейчас я ее так вот разверну от себя. Вот, поэтому сегодня очень глубокий, очень интересный. Но я в то же время вижу, как обычно на моем канале, чудесный, веселый будет расклад. То есть он не будет драматичным, я вот вижу. Какая-то будет часть драмы, какая-то будет часть очень таких вот, знаете, важных посланий, скажем так. Ну, не знаю, вот это то, что из потока идет. Что тут у нас выплыло? Королева воздуха, королева мечей, грубо говоря. Ну, будем сейчас, вот как на этой колоде идет, так я и вам буду говорить, да, королева воздуха, да, и я поэтому говорю, что расклад будет, с одной стороны, достаточно, как бы, ну, каким-то, знаете, таким земным, и в то же время достаточно духовным. Поэтому давайте смотреть, что нам сегодня на канале нашем таком светлом передадут ваш род через мой канал. Ну что, стартуем. Сегодня единый вариант для всех. Погнали. Не могу настроиться начать, потому что такое ощущение, может быть, у вас сейчас с вашими близкими, может быть, у вас с вашими близкими, девятка воды, может быть, у вас с вашими близкими был какой-то момент сомнений, каких-то недопониманий. Вообще, в принципе, у вас в роду, в семье, не сказать, что прям, знаете, все прям благополучно, все легко. То есть у вас, в принципе, в семье, в роду есть определенные сложности. Вот, кстати, я поняла, почему эта колода не приходила на расклад, она очень бликующая, но, надеюсь, вы будете ее сегодня видеть. В общем, в вашем роду, в принципе, в семье вашей, не сказать, что какие-то, знаете, вот гладкие были отношения. Бывают семьи очень дружные, бывают семьи, когда все очень, знаете, вот как-то просто, все как-то общаются. В вашей семье есть какие-то скрытые моменты, есть что-то таинственное, есть что-то, знаете, такие вот холодные энергии идут. И не сказать, что прям какие-то ссоры, но есть что-то, вот знаете, как будто бы какие-то тайны, как будто бы что-то утаивается, вот именно вот в вашем роду. Но вот вы, кстати, вот это вы выходите. Паж Земли, вы на самом деле в вашем роду, ну, наверное, первый такой, знаете, вот самый светлый такой ангел. Вы знаете, вот вы в вашем роду человек, который этот род, в общем-то, и тащит. Вы этот род спасаете в каком-то смысле, вы его оживляете, вы его оздоравливаете. Вот слово мне правильно идет. Вы оздоравливаете ваш род. То есть все, что было в вашем роду непростое, сложное, драматичное, тяжелое, искаженное, вы как первопроходец, вы человек, который в вашей семье живет не так, как ваша мама, бабушка, папа, дедушка. То есть даже если ваша жизнь начиналась, повторяя этот сценарий, то сейчас вы однозначно выходите в совершенно новые воды, в новое плавание. И это, знаете, очень непростой путь. Это очень непростой путь. Это путь, знаете, вот такого одиночки. То есть вы пробиваете, как вот ледокол мне идет вот прям образ. Вы прям вот прокалываете этот лед. Вы пробиваете этот лед. Вы можете ощущать свою жизнь так. Вот я сейчас вам это говорю, и вы говорите, Ева, вот прям правильная аналогия, да? Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот мне идет ощущение, что и вы в этом одни. Вы не можете пойти, не знаю, там, к маме, к бабушке и рассказать ей все свои проблемы, все, что вы проходите. У вас такое ощущение, что как будто бы, ну, не поймут. Двойка воздуха, двойка мечей, по сути, да.
То есть вас не поймут, то есть вы останетесь, лучше вообще не рассказывать. То есть лучше там как будто бы вот живут немножко такие, знаете, с закрытыми глазами, с завязанными глазами, не, ну как сказать, не такой тупик немножко, безвыходность. А вы не хотите жить в сценариях, вы хотите жить в свободной воле, вы хотите жить, как вы хотите жить счастливо. Понимаете? Вот такой вот идет первое, что идет о вашем роду. Ой, что сегодня вот из этой колоды все выпрыгивает. Messenger of Air, понимаете? Но я буду эту колоду считать именно вот как, не буду говорить там туз. Здесь именно Messenger of Air. Вы посланник света, вы посланник в этом роду, в вашем роду именно, скажем так, человек новой энергии. То есть именно через ваш род идут новые энергии. Поэтому вам может казаться, опять вот эта карта, видите, поэтому вам может казаться, что ваша судьба непростая, потому что, вот тут как хорошо видно, я поняла, куда нужно ставить карты. Вот так вот. Понимаете, как они играют на солнце, классно. Видите, вот вы, и видите, вот здесь птицы идут, столько мыслей, столько сомнений, столько тревог вы проходите на этом пути, потому что вы, понимаете, вот вы получаете это послание, у вас как будто бы вызовы постоянно в жизни. Вы думаете, когда я вообще буду жить хорошо, когда я буду жить спокойно, без проблем, без трансформаций, понимаете? Вот когда у меня будет уже благополучие, понимаете? Когда я буду жить в развалочку, как панда, понимаете? Вот я буду спокойно, 8 огня. Когда я буду жить такой благополучной, спокойной жизнью, понимаете, вот я буду спокойно действовать, понимаете, вы хотите вот действовать, жить в благополучии, в изобилии, причем вы хотите, понимаете, вот не резко, как это 8 жезлов в классической колоде Таро, вы хотите по 8 огня в этой колоде, понимаете, зажигать свою жизнь, вы хотите жить благополучно. Видите, здесь девушка оседлала с веером, я не знаю, вы видите вот... Девушка оседлала эту панду, китайская, то есть китайская мудрость, неторопливость. В Китае никто не торопится. Традиционная медицина китайская смотрит очень глубоко, не как наша, допустим, медицина. То есть все, что, ну, вот как сказать, вы хотите жить вот уже с тем умудренным опытом, но не спеша. Вы хотите жить мудро очень, понимаете, но действовать. Вот вы устали жить в состоянии, как у вас жил, как от вашего рода идет, понимаете, вот по разрушениям. И даже вот здесь башня в этой колоде, смотрите, потому что это хорошее Таро, понимаете, хорошее. Даже в вашем роду может казаться, что, понимаете, вот, кстати, я вот сегодня поняла, как я оделась, вы посмотрите. Я год не одевала эту футболку. Сегодня первый раз ее одела. И здесь, видите, здесь черно-белое, это как вас жил ваш род. Вот это мне прям образ такой идет, понимаете? Вот вы не хотите больше жить вот этих, вот в этих непонятных, понимаете, как за решеткой. Постоянно жить как в заточении каких-то стереотипов, блоков, старых сценариев. Вы хотите светлый путь. Кстати, у меня здесь что-то написано, сейчас я вспомню. My soul is calm. My soul, вот я вам сейчас покажу, 5 звезд, вы посмотрите, я сейчас вам, вот, смотрите, my soul is calm, вы представляете, я эту футболку очень редко одеваю, 5 звезд, понимаете, my soul is calm, вот понимаете, вот видите, после, вот где там у нас была эта панда, боже, она уже ушла, вы хотите спокойствия, спокойной, хорошей жизни, понимаете. Но разница по роду, что от вас, что вы готовы этой жизни, и вы готовы идти в трансформации, в боли, в какие-то изменения, вы готовы переезжать на другие страны, континенты, менять работы, вы смотрите расклады Таро, понимаете, вы не в вашем роду, возможно, никто не занимался такими глубокими вещами, не расшифровывал вещи, не хотел понимать вещи глубже, чем они есть. Проще было сбежать, закрыться в крепости, куда-то уйти от проблем, нежели их решать. А вы говорите, понимаете, нет, я не могу. То есть, а у вас даже, знаете, вот мне идет, у вас как будто бы выбор опять выходит, а у вас выбора нету, потому что ваша душа пришла с этим предназначением. Ваша душа пришла, вы уже родились, вы знали, что вы будете, вы с детства были, с юных лет вы были волшебником в вашей семье. Вы, возможно, вот даже в детстве были, вы знаете, вас могли обижать, вас могли наказывать, и вы не могли как-то за себя заступиться, потому что вы очень добрый человек, понимаете? Вы очень хорошая, вы очень добрая, у вас очень светлая душа, понимаете? И вы хотите благополучия, вы хотите изменений не только в своей жизни, вы не эгоист, вы хотите, чтобы...
Вы не эгоист, вы хотите, чтобы, понимаете, вот эти изменения вот на полных парусах вошли в вашу жизнь, и вы хотите, чтобы, понимаете, это, скажем так, семерка воздуха, понимаете, вы хотите, чтобы вот все эти дурные мысли, все эти тяжелые мысли, они ушли, все тяжелые сценарии ушли, вы готовы работать за всех, вот я бы так сказала, вот, вы готовы, и вы работаете за всех, вы отрабатываете карму родовую. Вы в вашем роду спаситель, понимаете, десятка мечей. Очень тяжелая у вас работа, скажем так. Это прям работа. Вам должны за это платить зарплату, духовную зарплату, понимаете, и вы ее получаете на самом деле. Вы думаете, что вы не получаете, не получите свою награду за то, что вы делаете, понимаете, что это бессмысленно, все мои страдания, все мои переживания, все, что я хочу жить по-другому, все это бессмысленно, понимаете, но это не так, вот, понимаете, вот вы думаете, что это бессмысленно, а тут же выходит карта счастья, которая говорит, что нет, ты это делаешь для того, чтобы стать счастливой так, как не был счастлив у тебя никто в роду. Вы посмотрите, здесь подсолнухи, здесь солнце, я же говорю, сразу выходило, вы солнышки, вот солнышки, вот это вот вы солнышки, классные вы. Солнечный, добрый, очень светлый. Вы знаете, вы даже готовы в чем-то собой пожертвовать для того, чтобы другим было хорошо. Понимаете? Вот вы, вот как Иисус Христос, готовы вот за грехи других нести как бы какую-то, понимаете, вот скажем так, расплата плохое слово, но вы понимаете, что в вашем роду были искажения, вы хотите это изменить, исцелить, и вы хотите, чтобы даже... Вы же просто, если не знаете, да, что когда вы работаете с собой, когда вы меняетесь, если вы думаете, что вы делаете это только для себя, нет, вы это делаете для тех ваших близких, всех в вашей семье меняются, потому что вы все связаны, понимаете, вашим родом. Когда вы что-то меняете в себе, когда у вас идут изменения, когда вы выбираете счастье, это, понимаете, это идет и по вашему роду. Вы можете даже замечать, что ваши отношения тогда с вашей семьей и сейчас, или как живут, как судьба складывается у ваших близких, да, гораздо лучше и спокойней, потому что благодаря вам, понимаете, благодаря вам вы сделали этот выбор, и вы в какой-то момент вот не согласились жить с закрытыми глазами, понимаете, вот это был тяжелый, кстати, выбор. Вот я смотрю, когда это пришло к вам, это пришло не просто так, это потому что вы, может быть, обожглись, болели, были тяжелые отношения. Это не от того, что вы сидели и решили, знаете, вот я сейчас в этом роду будут вот за всех тянуть. Нет, это потому что вы, по сути, у вас началась жизнь, складывались так обстоятельства, что вы поняли, что вы, собственно, тянете ту же лямку, которую тянули все, понимаете, в вашей жизни. И вот когда это случилось, вы поняли, что нет, я попробую как-то по-другому. И вы вот всю эту мудрость свою, всю свою силу, все свои ментальные вообще возможности, все, что вам вот приходили, все какие знания, вы в это, как бы скажем так, вот слово «впряглись» не пошло, вы включились в это, вы решились на это, и вы взяли на себя эту роль негласно, понимаете, вот так вот идет такая вот карта. Так, вот такой вот сегодня рот нам. Потому что сегодня все выпрыгивает. Все карты вот сегодня не хотят, чтобы я их вытягивала. Восьмерка. Вот, какая хорошая карта. Видите, девятка опять воды и восьмерка воды. Все говорится про то, что в эмоциональном плане вы, конечно, уже, скажем так, дозреваете. Вы заканчиваете этот путь. И сейчас у вас этот путь, скажем так, отработки рода, кармы рода, он у вас заканчивается. Посмотрите, какая хорошая карта. То есть вы уже собрали этот скарб, эти сокровища, понимаете, своего рода, и вы уже готовы отправляться вперед. Понимаете, ваш корабль за вами уже идет. Вот ваш поезд, ваш самолет, все, что вас должно отправить уже вперед, оно за вами идет. И вы ждете. Вы уже эту работу проделали, понимаете? Вы проделали уже огромную работу. Вот это сейчас уже расклад для тех, кто уже... Почему мы даже смотрим это в разрезе мужчине? Потому что вы уже отработали очень много вещей. Вы закрыли очень много таких, знаете, семейных родовых гештальтов. И вы переписали сценарий. И вы уже готовы идти в совершенно светлое новое будущее. Посмотрите, какая, ну просто невероятная карта. Вы видите? Вот сейчас я на ней фокус поставлю. Вот. Вот класс. Видите, сколько здесь сокровищ. И вы в балахоне. Вы маг, вы волшебник. У вас есть уже огромная духовная сила. И какие бы ни были там воды, видите, за вами идет ваш корабль. И вот сейчас мы будем говорить, скорее всего, это уже начинается, речь идет о мужчине. В вашу жизнь идет мужчина, однозначно. С этими переменами в вашу жизнь идет мужчина, с которым вы будете счастливы. Вот я сбила свет. Вот как теперь? И как теперь настраивать, да?
А, Мужчина, понимаете? Я же сказала, вы выходили королевой. Вот как теперь настроить этот цвет? Вот сбился. Вы, понимаете, вы выходили королевой воздуха, и мужчина выходит королевой воздуха. Возможно, здесь очень много возможных воздушных знаков собрались. Возможно, у вас асцендент в воздушном знаке. А возможно, вы очень творческий человек. Но вы невозможно, а вы точно очень творческий человек. Вы девушка, которая... Боже, как мне жарко, извините, солнце уже начинается. Вот это я, знаете, сегодня такой угол выбрала, когда на меня просто... Кстати, я хочу вам сказать, что вот интересно, сегодня хорошая погода, я думала где-то на свежем воздухе провести расклад. Но вот меня закрыло здесь. Мне хотелось забиться в как можно дальше угол, подальше от всех, чтобы меня никто не видел. И вот удивительно, сегодняшний расклад, ни одна машина не проехала ни туда, ни назад, ни одного человека не прошло, ничего, только птички поют, понимаете? Вот это вот вы в вашем роду, вы проделывали самостоятельно очень глубокую работу, вы забились в свой дальний угол своей как бы жизни, души, вы были где-то очень глубоко внутри себя. Тот процесс, который вы прожили, это, знаете, такая внутренняя, очень глубокая медитация. Те ситуации, которые вы пережили с мужчинами, на работе, в личной жизни, просто какие-то, знаете, вот все переживания, это все вы переживали одна, понимаете, одна. Одна вы переживали. И вот сейчас вы этот момент уже закрываете, понимаете, к вам идет ваш мужчина. Вы, ваш род, за все эти отработки, за те все ситуации, которые вы пережили, понимаете, вам идет награда вот в виде такого мужчины, понимаете. И он здесь такой же масти, как вы. Вот я сейчас очень хочу найти, вот как бы мне сейчас найти... А вот, кстати, сейчас императрица, кстати говоря, мне сразу же вышла. Император и императрица мне вышли. Вы представляете? Сейчас я вот вам их покажу. Так вот, представляете, какой интересный момент, что вы выходили королевой жезлов. Вот такой вот мужчина идет, понимаете? Королева жезлов, и вы там выходили, кстати, императрицей. То есть вы выходили королевой жезлов, он король жезлов. Вы одной масти. Вы одни уроки прошли. Вы будете понимать друг друга с полуслова. Вот просто вот, знаете, вот без мыслей, по воздуху. Мысленная связь, понимаете, такой контакт. Император, вы посмотрите, вот мужчина, он уже очень властный. У него столько уже нажито, у него огромная сила внутри, такая же, как у вас, понимаете. И что самое главное, вы из-за того, что вот вы оба король, королева воздуха, император, императрица, я просто сейчас уже не достану карту, они очень большие, не удержу все 3 карты. Там была императрица, она тоже была вот вся в золоте. Так вот это вот, понимаете, вот абсолютно мужчина, которого вы достойны, которого ведет ваш род, вашу жизнь. И вы на правильном пути, вы работаете с собой, работаете с родом, работаете со своей жизнью очень правильно. И именно такой мужчина к вам идет. И ваш род ведет к вам этого мужчину. Потому что это, знаете, вот как вот, ну вот я не знаю, вот это правильное такое ощущение идет, знаете, вот как будто бы эстафета. Вы бегали, там принесли, знаете, помните в детстве вот мы там эти пирамидки носили, и вот вы бегали, мотались, трудились, вы уже вся в поту, вот как я вот тут сидите, уже все просто уже вся в 10-м поту просто от усталости, ну сколько можно трудиться и работать вообще за всех, такое ощущение, что я одна вообще, мне одной больше всех надо. Вот вы думаете, все так живут себе легко и классно, а я тут это постоянно в этих трансформациях, ну сколько можно. Вот вы, кстати, вышли, видите, королева опять воздуха, вы выходите, потому что вы уже, знаете, сейчас расцветаете, вы становитесь классной, вы уже все это позади, вы уже становитесь совершенно, скажем так, очаровательной, мощной, умной, мудрой, ну, в хорошем смысле, такой женщиной умной становите, да? То есть вы уже на всякого мужчину не посмотрите, во всякие отношения не вступите, вы уже знаете себе цену, понимаете, и вы... вот интересно, что тут перевернутая карта? 9 земли. Вы хотите изобильных, вы не хотите больше, знаете, жить в состоянии, когда вот, ну, как-то вот недостаточно. Вам уже нужно изобилие, благополучие, вам нужно, чтобы все было хорошо. Первая машина проехала прям так гулко, понимаете? Вот вы хотите, чтобы уже такой праздник жизни вошел, стабильно, все так основательно, все так вот прям вот хорошо. И машина прям полная, прям вот у него весь кузов прям вот навален, понимаете, сокровищами, деньгами. И деньгами, и возможностями. Вот все это должно уже, понимаете, вам идти по роду. Сейчас уже начинается такой период. Сейчас уже начинается, вот колесница, вот он уже, этот период у вас начинается. Сейчас, вот в данный момент, когда вы смотрите этот расклад, не только этот период начинается тем, что в вашу жизнь приходит мужчина. Мужчина, способный понимать тот путь, который вы прошли, оценить тот путь, который вы прошли,
И я вот вижу, кстати говоря, он даже немножко будет таким человеком, который вас, ну не то, что с вашей семьей как бы вот воссоединит вашу семью, он может перенести какое-то свежее дыхание в вашу жизнь, так что ваши отношения с вашей родней, с вашими близкими, они как-то, вот знаете, заиграют новыми красками, потому что вы засияете, у вас все обиды, все какие-то переживания уйдут на свою семью, на свой род, и вы полностью у нее идут. То есть вы даже можете сейчас сказать, да я все проработала. Нет, вы все проработали, но желание немножко держаться поодаль, желание держаться немножечко поодаль, понимаете, оно у вас есть. И вы всегда в таком выборе: поговорить, не поговорить, позвонить, не позвонить, сделать, не сделать, понимаете? Но вот с появлением мужчины у вас будет четкое понимание вообще, как вы хотите действовать, с кем не общаться, как общаться и так далее. Так, ну давайте еще посмотрим про мужчину, потому что вот мне что-то идет, что вот он, понимаете, он такой вот идет опять король. Вот видите, хочет про него, чтобы говорили. Он, хотя и выходит вроде как воздушный, считается у нас холодной энергией, но здесь мне выходит человек рассудительный, очень спокойный человек. Человек, который не будет завязывать какие-то мелкие дрязги. Человек, который, знаете, вот уже, ну, скажем так, понял жизнь, и он, понимаете, он, пройдя тоже свой огромный путь, он не стал холодным, он стал мудрым, он стал рассудительным, он стал человеком, который держит как бы свою жизнь, свою оборону, не будет тоже впускать лишнее. Но, понимаете, он-то, конечно, может быть и таким есть, но внутри, понимаете, он король воды, он король чаш. То есть человек может, хочет и будет вас любить. То есть я думаю, что, понимаете, придет такой человек, вот как вот, понимаете, вот как Дедушка Мороз в детстве, понимаете, вот он как будто бы отогреет вашу душу, отогреет ваше сердце. Вот я даже назову этот расклад, понимаете, что в вашу жизнь, в ваш род ведет мужчину, который отогреет ваше сердце. И он будет с вами на одной волне. Вот эта вот карта, вот она вот сегодня только одном, сегодня король. Это мужчина, который с вами на одной волне, которому не нужно объяснять, допустим, к примеру, вот мне почему-то идет, что, допустим, вы все звонят своим родителям каждый день, а вы звоните, например, раз в месяц. И ему не нужно объяснять, почему вы делаете так. Он это считает и поймет. Не нужно будет чувствовать в себе какую-то неловкость. Или вы, например, может быть, вообще с кем-то не общаетесь из своей семьи, почему там не идет. И он вас поймет. Он не будет как бы на вас смотреть как на какую-то странную или вот там что-то ты неправильно делаешь. Сейчас я вам вытащу еще карту, что идет, понимаете? Понимаете, он будет понимать, скажем так, природу ваших действий. Он будет понимать, в чем как бы причина, он будет вас разделять, поддерживать вас будет однозначно. Но самое главное, что мне идет, что он отогреет вашу душу и все эти ваши несправедливости, даже в чем-то вас могли недолюбить в детстве, понимаете, возможно, не было отцовского такого тепла, не было такой отцовской любви, заботы. И вот он, видите, как вот он здесь, кстати, выходит, видите, как такой вот, как отец русалочки, помните? Боже, наконец-то я словила угол, понимаете? Он как отец русалочки. Вот такие вот две карты сегодня. Вот это вот ваш мужчина. Король воды, король огня, способный любить, разделять, прижимать к сердцу. Вот он мне почему-то видит, что такой мужчина, который прям вот к сердцу может прижимать и вот прям, вот знаете, вот отогревать. Очень человек спокойный, добрый. Вот мужчина, который, знаете, вот он не будет, вот он какой-то, я не вижу в нем никакой суеты, вот он-то какой-то рассудительный. Вы знаете, вот как Санта-Клаус, вот, пришел, не Дедушка Мороз, Санта-Клаус. Помните вот это детство, ощущение мультики Санта-Клаус, он большой бородой, такой спокойный придет, то есть он уже понял жизнь, он такой размеренный, понимаете? И опять вы выходите, понимаете? Вы выходите, потому что вы довольны. Вы хотите мне сказать, Ева, и себе хотите сказать через меня, я именно такого мужчину хочу. Мне именно такого надо. Я знаю, я и жду именно такого. Я знаю, вот мое сердце знает, что он ко мне должен прийти в мою жизнь. И вам сейчас уже на самом деле мессенджеры, water, посланники, послания воды. То есть здесь вот как бы энергия, вы уже начинают, у вас уже, у кого-то же, кстати, начинают зарождаться какие-то чувства. Кого-то вы уже заприметили. Но для многих еще в принципе, что у вас наконец-то появляется желание любить, силы на то, чтобы кого-то полюбить, на кого-то посмотреть. Потому что, возможно, у вас были такие непростые отношения. Сейчас посмотрим. Тройка воды, королева земли. Ну вот, вы знаете, такой момент, что в прошлых отношениях у вас были, скажем так,
вы в какой-то момент были немножечко, знаете, вот затормозились. То есть вы не давали своим чувствам выхода. Вы жили какими-то простыми вещами повседневно, чтобы немножко успокоить свою душу. И у вас не было даже силы начать смотреть на других мужчин или откликаться на чье-то внимание, или даже подумать, что вот там чего-то я хочу. То есть вы да, как бы хотите умом, но когда начинаете до дела доходить, вы понимаете, что у вас сил не хватало. А вот сейчас будут потихонечку появляться, понимаете, самая первая карта, начальная. Вот только, вы знаете, такие первые посылы пошли. И у вас начнется такое, знаете, вот пробуждение чувств. Пробуждение чувств, потому что, видите, вот какой он здесь богатый уже собран опыт. Жемчуг. Вы свой жемчуг уже нашли. Да. Temptation. Вот такая вот карта. Ну, непростой был период, понимаете, то есть и хочется, и колется. И хочется новых отношений, но достаточно больно вообще заглянуть, посмотреть, а как оно там, а что там оно будет, да, опять входить, опять какие-то знакомства, опять, а вдруг, опять, вот у вас куча, вот это вот все у вас там это происходило. Но сейчас меняется картина, понимаете, все, вы уже этот опыт собрали, и ваш род сейчас вас как будто бы бустит, подталкивает, понимаете, вот толкает вас вперед. Кстати, посмотрите, у меня тут как будто бы уже погода, да, вот мы с вами следим за тем, как меняется природа за окном, потому что на самом деле очень часто какие-то подсказки идут. И вот я смотрю, что сегодня, во-первых, очень спокойно, вообще не ветерка особо, понимаете, потому что уже вы в спокойных энергиях. Вот даже у меня на футболке написано, ваша душа уже спокойна. Transformation, понимаете? Ваша душа спокойна, потому что вы вот эту вот свою трансформацию уже, вы ее с детства проходили. У вас, кстати, вы посмотрите, я с этой девочкой, смотрите, это просто как одно лицо, да? Интересно. Вы, даже прическа, смотрите. Все вообще возможно. Класс. Да что-то. Вот, глаза опущу. Да скриню. Я не могу, это вообще бывает такое. 13. Вы думали с детства, это большая неудача, что какую-то трансформацию, которую вы проходите, понимаете? Но на самом деле эта трансформация, она... Вот у меня идет здесь маг еще выходит. Вот, кстати, вот я не зря говорила, что вот мужчина, как Дедушка Мороз, как Санта-Клаус. Вы посмотрите на вот эти вот карты. Вот вы с детства ждали мужчину вот такого, понимаете, который будет мудрый. Возможно, уже вы встретите мужчину какой-то, знаете, он немножко постарше у вас будет, какая-то седина уже будет, то есть человек уже прожил какой-то опыт. Но самое главное, что вот посмотрите, какая вы здесь. Вы с детства обладали интуицией, вы с детства проживали очень интересные ситуации. И вы эту трансформацию, вот эту подготовку к тому счастью, которое вы хотите, вы с детства проходили. Вот. И, возможно, у вас любимый герой был в детстве Дедушка Мороз или какие-то чародеи-волшебники. То есть вы вот... ну, я не могу. Посмотрите, даже вот эта девушка, вот она как вот она вот так вот держит, я не могу. И причем я вот смотрю, вот интересно, здесь она и ребенок, и она одновременно очень взрослая. Вот вы были ребенком, но были очень взрослым ребенком, уже мудрым. И вот маг выходит, понимаете, это именно на мужчину, на вашего, потому что вот вы рядом с ним будете как девочка. Снова вы вернетесь в ту самую такую верящую в чудо девочку. А он будет человеком, воплощающим ваши мечты. Понимаете, вот удивительный мужчина идет на самом деле. Вот такая же, как вы, знаете, вот как вот в вас все образы собрались. У вас есть и то, и то, и то. И так и мужчина. Он будет и король мечей, то есть очень интеллектуальный, уже сообразительный, с опытом, очень рассудительный, очень, как бы, знаете, такой вот четкий. Вот у него все уже по полочкам. И в то же время он король воды, человек, который сможет просто прижать к вас к сердцу, понимаете, подарить вам чувство, чувственную любовь, отогреть вашу душу. И в то же время вот он будет человеком, который просто вам как награда придет, понимаете. Вот вы свое потом, когда вы встретитесь с этим человеком, ваш род соединит вас, вы подумаете, вот наконец-то вот это волшебство, как Санта-Клаус, как Дедушка Мороз мне принес подарок. Это будет такое ощущение, потому что ты очень только что-то ждал, ты это загадывал. Вот оно пришло. Какой сегодня расклад? Не хочу карты менять, хочу вот это просто держать. Знаете, такое ощущение, извините, я просто еще не завтракала и набегала сегодня, еще не успела, уже полдень, я еще не завтракала, и у меня уже силы, видимо, знаете, организм дает понять, что все равно расклады очень затратная, энергозатратная штука. Смотрите, вот интересно, что вот я сейчас просто вот сейчас в этом состоянии, я не хочу выходить.
Вот честно, я не хочу класть колоду, я хочу держать эти карты. Вот мне сейчас еще идет, что нужно еще одну карту вытащить. Что здесь выходит? Шестерка мечей. Опять, вот видите, вот выходит шестерка мечей, и вот шестерка мечей, и шестерка воды, простите, шестерка воды выходит. Шестерка воды выходит. Сейчас я вам все расскажу про нее. И выходит снова паш мечей, то, с чего мы начинали. Это вот вам карта совета, понимаете? Вам карта совета сейчас, что вы вот последние моменты непростые сейчас доживаете. Эмоционально сейчас самые последние такие вот нотки. Еще чуть-чуть, знаете, вот еще чуть-чуть потерпи, вот хочется вам сказать. Я поэтому, знаете, вот почему не хочу карты, я поняла, почему я не хочу карты, и она снова вам пришла напомнить. Вот эта вот карта. Почему я не хочу убирать карты? Потому что такое ощущение, что вот я сейчас их уберу в колоду, и вы забудете про это волшебство, вы забудете про то, что вы говорили. А мне хочется вот их держать, вот чтобы они вот прям перед вами были. Вот, не знаю, может быть, заскриньте себе. Вот я вот уберу себя, заскриньте себе 2 карты эти, понимаете, вот вы и вот он. И поставьте себе вот их на заставку или куда-то, я не знаю, вот сохраните себе. Вот я не знаю, вот мне так сложно просто выразить, вот и вы сейчас, возможно, в таком состоянии. Вот мне хочется продлить это состояние энергии, которое я сейчас чувствую от вас, и то состояние благости, радости, спокойствия. Вот понимаете, вот здесь calm. My soul is calm. 5 звезд, высшая награда, высшее удовольствие, высшая степень сервиса. Знаете, как в пятизвездочный отель. Лучше нету. То есть вы получаете лучшее. Император выходил, король воздуха, король воды, король чувственный, да, император, еще и маг. Это все про вашего мужчину. То есть мужчина, вот у него просто вот 5 звезд, понимаете, и еще он сможет в вас вот эту вот девочку, вот в вашу девочку, ой, здесь еще что-то было интересно за ней. Двойка была, да, мечей, то, что мы говорили, да. То есть он вас выведет из вот этой вот путаницы вашего рода, понимаете. Вот он это все перекроет. Вот он напомнит вам, вот она не зря на нее сверху была, понимаете, вот он перекроет, вот благодаря ему вы все свои плохие воспоминания, боли, все это уйдет, понимаете, вам все это будет настолько неважно, потому что у вас с ним будет просто, сказочная жизнь, понимаете, волшебная жизнь. Это будет человек, который, вы смотрите, вот у него даже взгляд, возможно, он будет голубоглазый, понимаете, вот интересно, да, голубоглазый, возможно, в очках. Здесь образ очень говорящий, но самое главное, что человек будет очень мудрый. И у него будет очень много уже возможностей. Он выходил как император, у него очень много будет уже финансовых возможностей, он уже состоявшийся. Ему будет что вам предложить в этой жизни. Давайте посмотрим последнюю карту. Какой сегодня классный, глубокий, в то же время очень такой, знаете, я уже говорила, в самом начале сказала, будет глубокий, очень оптимистичный расклад. Потому что было хорошее таро. Королева воды напоследок вам выходит. И 5 огня. Вот 2 карты вам на совет, которые нам говорят. Нам говорят, что вы будете счастливы. Вы, вот видите, он выходил королем воды, и вы, видите, все, вы вот пара сложилась. Это 2 половинки, понимаете? 2 половинки. Вот это вот счастье, оно к вам придет. Оно вас окрылит буквально, понимаете? Вы будете чувствовать себя очень любимой. И вы видите, вот вам напоследок вышел вы. Сначала вышел он, мужчина. Он в вашу жизнь придет, он вашу жизнь преобразит, и вы войдете в состояние королевы воды, королевы час, вы будете очень счастливы, благополучно себя ощущать. И вам совет, понимаете, вот немножечко сейчас еще немножко потерпеть, подождать, там говорят, да? Немножечко еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, буквально, знаете, вот еще немножко доработать, еще немножечко, еще пару взмахов, понимаете, достаточно уже на подходе все эти изменения, понимаете, они на подходе. Боже, какая хорошая колода. Но я ее, понимаете, она была у меня... А это моя домашняя колода. Вот она домашняя, понимаете, вот не зря род. Она у меня, такая энергия дома, она вот моя. Я сегодня с вами поделилась, понимаете, вот этой вот силой этой колоды, вот этим добром. То есть я дала вам сегодня, понимаете, вот как будто бы пустила вас, собственно, в свой дом. И этот дом, который вы хотите, он придет в вашу жизнь. Вот что такое идет, не знаю, какой-то образ странный. Но, в общем, в том смысл, что эта колода была домашняя, родная. Она была вот только моя, знаете, вот я с ней работала только или с людьми, или с собой, или с близкими. В общем, напоследок вам совет. Ваш корабль, понимаете, он идет. Эти изменения, они идут. Ваш род уже отправил к вам этот пароход, этого мужчину и эти изменения.
удивительный расклад, девочки. Пусть это счастье, вот сразу промчалась так машина, пусть это счастье к вам придет, ваш род приведет. С вами была Ева. Я, опять выходит карта, с чего вы начинали, понимаете? Я для вас здесь несу для вас послание любви, счастья. Через эти расклады вы можете поднять себе настроение, вы можете узнать что-то полезное, вы можете подключиться через меня, поговорить со своим высшим я. Вот сегодня мы говорили с вашим родом, да, и с вашим будущим мужем, который в вашу жизнь придет, с вашим мужчиной. Вот. Оставляйте в комментариях, пожалуйста, отзыв на этот расклад, что вам откликнулось. Делитесь своими историями. Если стесняетесь, ну хотя бы сердечко, что-то мне поставьте, чтобы я увидела, что вам откликнулось, что вы как бы, да, я услышала, Ева, я услышала. Вот. Если вы хотите поддержать мой канал, есть кнопочка Join Sponsor. Благодарю всех, кто отправляет донаты. Если вы хотите знать, что я пощу в своем телеграм-канале, свои личные наблюдения после раскладов, бэкстейдж раскладов, дополнительную информацию с потока, что мне идет о раскладах, вы можете попасть по подписке в мой закрытый телеграм-канал. Это можно сделать двумя способами. Или через Boosty, если у вас кнопочка Join не работает в YouTube, или через Boosty, или вот через эту самую кнопочку Join. Там на всех уровнях подписки есть доступ к моему закрытому телеграм-каналу. Я буду вас там ждать в более таком личном, закрытом нашем уже пространстве, где я делюсь фотографиями, видео, прогнозами, картами дня и так далее и тому подобное. Ну, в общем, с вами была Ева. С вами был Король Воздуха, ваш тот самый мужчина, который к вам идет. Так что до встречи. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеться снова. Ну, а я желаю вам, чтобы ваш род как можно скорее привел к вам вашего человека. Потому что вы труженица, вы солнышко. Вы хорошая, вы самая хорошая. Вот. До связи. Пока. Не хочу сегодня с вами прощаться. Послушайте, птички. Слышите?